Шорты мы будем вязать из двух цветов: основной цвет и дополнительный в качестве украшения будет у нас. Крючок будет опять 2,5. Начинаем наше вязание с цепочки. Необходимо связать цепочку из 54 воздушных петель плюс петля подъема. Так, цепочка готова. Вторую петлю от крючка начинаем наше вязание. Провязываем с вами те же самые 54 столбика без накида до конца. Провязали до конца. Теперь нам необходимо соединить наше вязание в круг. Далее вяжем следующим образом: 6 столбиков без накида, следующий столбик без накида мы провязываем за переднюю стенку петли и тут же продолжаем цепочкой из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида, начиная со второй петли от крючка по данной цепочке. И опять переднюю стенку петли провязываем столбик без накида. Вот так должно получиться. А сзади у нас должны быть 2 стенки петли. Так, далее мы с вами вяжем 4 столбика без накида, и повторяем столбик без накида за переднюю стенку петли, цепочка из 4 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка по цепочке вяжем 3 столбика без накида, и прикрепляем к телу за переднюю стенку петли нашу эту запчасть, скажем так, да. Далее 6 столбиков без накида, в седьмой опять заходим за переднюю стенку петли, цепочка из 4 воздушных петель, во вторую петлю от крючка 3 столбика без накида по цепочке и соединяем с основной деталью за переднюю стенку петли столбиком без накида. Вяжем до конца через 6 столбиков без накида, провязывая вот такие детальки. Вот такая вот у нас деталь получилась. Теперь мы продолжим вязать по кругу. Нам еще провязать необходимо надо 2 ряда. Когда мы будем подходить вот к этим нашим деталям, мы их будем отгибать на лицо и вязать будем по тем стенкам петли, которые у нас остались, то есть задняя стенка петли, и будем соединять с основным полотном. И далее 2 ряда просто вяжем по кругу без изменений, 54 столбика без накида. Так, вот такая деталь у нас непонятная пока что получилась. В следующем ряду нам необходимо будет сделать с вами прибавки. Будем чередовать 8 столбиков без накида, прибавку. И повторим это 6 раз. И в результате у нас получится 60 петель в работе. Так, в следующем ряду нам необходимо будет ввязать вот эти наши детальки в ряд
есть мы будем вязать без изменений, фактически 60 столбиков без накида по кругу, но присоединять еще и эти детали. Так, 5, 6. Здесь, наверное, 7 еще добавим. Ну, вот через край, правда. Таким вот образом. За 2 петельки, наверное. Вот так вот должно у нас получаться. Вяжем так до конца ряда. Вот таким образом получилось соединить у меня эти детали. Вы уже, наверное, догадались, мы в них будем вставлять ремень. Так, следующий ряд мы будем вязать опять с прибавками. Чередуем 9 столбиков без накида, прибавку. Повторяем таким образом 6 раз. И у нас получается в работе 66 петель. Теперь нам необходимо вязать без изменений по кругу 7 рядов по 66 столбиков без накида. Так, мы провязали 5 рядов. Теперь для того, чтобы вязать далее, я хочу вам просто показать, откуда мы начнем вязание. Мы надеваем на куклу. И вот здесь было начало ряда. Нам необходимо будет сейчас вязать вот эту часть, которая будет у нас как бы донышком шорт. Поэтому мы довязываем примерно вот до этого места. Нам нужно будет 3 петли выделить таким образом. И дальше будем уже вязать донышко вот этот шорт. Так, это у нас получится, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 рядов. Ой, 14 столбиков без накида. 14, нет, давайте 15. Мы вязание наше поворачиваем и вяжем 3 столбика без накида. 3. Опять поворачиваем и теперь делаем уже прибавки. Прибавки будем делать по краям, чередовать их будем через ряд. И с края опять прибавка. В следующем ряду мы просто провязываем наши 5 столбиков без накида. Один прям уехал. Пускай так будет. А в следующем ряду мы будем делать опять прибавку. И получится 7 петель в работе. И таким образом мы вяжем, пока у нас не будет в работе 13 петель. Так, вот уже 13 петель у нас в работе. Продолжаем вязать. Другой ряд. Второй ряд у нас без изменений 13. Увеличиваем еще до 17 петель, то есть еще 4 ряда мы сейчас с вами провяжем.
Так, мы с вами довязали до того момента, когда сделали последнюю прибавку, и теперь у нас здесь 17 петель. Теперь нам необходимо присоединить. Присоединять мы будем с изнанки. То есть вот таким вот образом вывернем, да. Но для начала нам необходимо отсчитать будет 23 петли. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Так, вот эта петля. Оп. Как бы нам так, чтобы я не потеряла ее. Вижу. Оп. Ну и все, мы теперь просто соединяем. В эту сторону перекину. А сейчас нитка вся запуталась. Так, соединяем. Прям с первой начинаю. А здесь с 24. 23 мы отсчитали, с 24 начинаем соединять. Просто столбиками без накида. Раз, два. И так до конца. Вот эти 17 петель получившихся нам надо присоединить к телу. Вот соединили. Вот такой соединительный шов у нас на изнанке. И с одной стороны 23 петли, с другой стороны 23 петли. Теперь нам необходимо вязать с вами по этим 23 петлям. Так, маячок с начала ряда поставим сейчас. Так. 23 петли провязываем. Так, 23 петли довязали. И теперь необходимо вот по этим петлям провязать. Сформировать петли. У нас получится, сейчас посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и в основание вот это 15. Вот так. Обвязка у нас такая идет. 23 и 15. Всего у нас получается 38 петель. И вяжем по кругу без изменений 6 рядов. С того момента, как поставили маячок, провязала я 6 рядов. И пришло время прикрепить контрастную нить. Так. Так, теперь в розовый можно отрезать основную. Нам необходимо провязать один ряд этой контрастной нити. Довязали до момента начала ряда. Теперь нам необходимо повернуть ряд, сделать петлю подъема и уже за заднюю стенку петли мы будем с вами один ряд вязать этой контрастной нитью.
Так, довязали до начала ряда. Теперь нам наше вязание необходимо соединить в круг. И продолжаем вязать по кругу еще 2 ряда. Так, теперь нам необходимо отрезать нить, вытащить ее. В принципе, первая наша штанинка закончена. Будет выглядеть вот таким вот образом. Нам теперь необходимо связать вторую, аналогично этой. Я закончила и вторую брючину, штанину, и связала еще и ремешок. Ремешок 96 воздушных петель и далее соединительными столбиками. Просто сюда вставляется. Ну и теперь пришло время примерки. Вот наша дама. Видите, что они легко надеваются и хорошо держатся на такой, скажем, нестандартной попе. Так вот, вот так они на попе с этой стороны смотрятся. И так вот они смотрятся спереди. Ножки хорошо загибаются у них. Куколка у них хорошо сидит. Так вот. Сейчас я отодвинула чуть-чуть подальше камеру, чтобы было более видно. Вот такие шорты получились. Пишите, как вам. Ну и вяжите, соответственно, тоже.